Подвезла нас локальная машина, не знаю, километров 6, 7, 8 до городка. Немец всю дорогу молчал. Я говорю, мы с Украины. Он, ага. Мы едем в Испанию. Ага. Вот. Довез, возле Лидла высадил и дал 10 евро. Говорит, купите себе еду. Я люблю такие моменты, вы уже заметили. На 10 евро мы купили 2 риса, 2 шоколадки и сыр. До Италии 5 километров. Горы, река, автобан. И мы с Антоном тут черепашьими темпами. Ach so, für die Grenze. Ja. Okay, praktisch. Das wird schon passen. Welches Mädchen hast du geschossen? You have passports? Yes, of course. Of course. Weil we go to the... Wie heißt das? Grenze? There is control, passport control. Yeah. Maybe. Maybe. Это уже Италия. Свершилось чудо. Горы по-прежнему на месте. Лес по-прежнему на месте. Дорога, мы. Но это уже Италия. Будем изучать. Ешь, давай, я хочу снять, как вот кушаешь. Первое ощущение, что Италия как-то попроще, чем Австрия. Вот только заехали в Италию, видим, вот уже семья работает, ну типа в огороде. Отец, мать и ребенок. И дом попроще. И вот мы стопим на разбитом участке обочины. Какие-то камни тут. Я даже не думаю, что австрийцы тут остановятся. Начинаем потихоньку учить итальянский язык. Грация будет. Спасибо, это грация. Боже, красотища и солнышко. Был какой-то момент, когда солнышко в машину. Бабах! И так тепло стало. Шикардос. Высадили на этом самом заправке. Сейчас будем стопить. Никуда ходить не надо. Настроение повышается. Итальянцы оптимистичны. Ура! Австрия закончилась. Боже мой, меня прет. Вы заметили? Меня прет. Расспросил у водителя итальянца, как нам ехать. План такой. Удине, Порденоне, Виченца, по-моему, Верона, Милан и Торино. И потом Франция. This is my place. Here, yeah? You live here. Yes. Вот женщина нас подвезла и угостила 2 мандаринками. Классно, мне нравятся итальянские водители. Над нами синее небо, со всех сторон горы. Как мне нравятся эти итальянские улочки, дома вплотную друг к другу. Церковь какая-то. Вообще офигенно.
вечереет. Мы прошли через первый итальянский город. Прикольный очень. Да, вышли опять на трассу, но здесь очень неудобное место. И дальше вообще там некуда пройти по трассе. И вечереет, главное. И я смотрю, здесь параллельно дороге, параллельно трассе есть велодорожка. И в общем мы опять километров 5 по ней, наверное, пройдем. Если сейчас машина не остановится. Можно вот туда? Не. Он не остановился. Ну все, короче, мимо какого-то сейчас монастыря и пойдем по природе. Автодом какой-то едет. Не, ну там ужасно плохое место было. Только водителей пугать на нем. Все, в общем, короче, первая ночь в Италии скоро будет. И тут реально теплее. Ну что же, мы начинаем наш сегодняшний вечерний путь с кладбища. С видом на горы по велодорожке. Вроде бы она идет параллельно этой дороге. О! Велодорожка в туннеле. Только рассвело, и мы просыпаемся посреди вот таких вот гор. Это бывшая железная дорога, тоннели. А сейчас это велодорожка. И вот тут мы ночевали. Нам пора выходить. Идем дальше по туннелям. Вот это заброшенное двухэтажное здание, наверное, раньше было железнодорожной станцией. Вообще, я всегда сочетал автостоп, как процесс стояния на месте, голосования и езды на машине, с ходьбой пешком, чтобы выйти на нормальное место для голосования. Конечно, обычно это не сильно привлекательные места, какие-то окраины городов, но бывало и красивые места. Но вот по таким хочется ходить много. И мне даже жалко, что у меня есть какие-то временные ограничения на эту поездку. Впервые за несколько дней ступим на солнце, и это очень приятно. But during the day, when we stop and don't move, especially when there is no sun, it's very cold. Yeah, it's cold. I make some short videos, and then. Нам очень повезло. Парень нас не просто вывез из гор и привез в Удине, а он еще нас не в центре выбросил, а на окружной, там, где наша дорога в следующий город. Километров 70 мы с ним сделали. Отлично, очень хорошо. А я вам сообщал, что тут уже весна. Зиму вычеркиваем. Как жарко, ужас. Скинули куртки, а мы еще в двух штанах. Даже во Флиске очень жарко. Фу. Италия, которую я себе представлял и ожидал. Thanks a lot. Ну, вообще-то такого чекпоинта не было. Но мы проехали на Тесле. Водитель Теслы, она сама из Чехии, и говорит, что то ли 20, то ли 30 лет назад она сама ездила автостопом из Италии в Чехию и назад. Но, говорит, времена изменились, и сейчас больше никто не ездит и никто не подвозит. Такие дела.
Are you okay? Are you okay? Are you okay, Antoine? Super. Я слышал, что такое мнение, что в Италии плохой автостоп. Я пока что категорически не согласен. Третья машина за сегодня. Очень далеко нас провезли. Я еще не смотрел, но может, я не знаю, километров 150. Мы не так уж далеко от Веченцы. Вез нас тренер по регби, бывший профессиональный игрок. Ну, привез и подарил нам 10 евро. Это уже входит в привычку. Также он нас высадил в городке Азоло, известным тем, что здесь жил Данте Алигьери. Ну, мы еще попробуем там поснимать, если есть будут какие-то пейзажи. Вообще у меня передоз от красивых пейзажей, потому что мы были в высоких Альпах. Потом выехали на равнинную Италию, и на горизонте были горы, но меня уже это меньше трогало. И вот, правда, вот сейчас вот я тоже вижу горы. Ну, красиво, красиво. Но, в принципе, не знаю, передоз, надо отдохнуть от перемещения в пространстве. И перемещаться только во времени. До завтрашнего утра. Ну, посмотрим, как получится. Еще одна женщина нас подвезла немножко. Тоже, говорит, раньше в молодости ездила автостопом. Что-то мы подобрали всех водителей бывших автостопщиков. Сейчас не знаю, что делать. Такой хороший автостоп сегодня. Уже чуть больше 4 часов. Или стопить дальше, тогда нас по темноте в лучшем случае завезут в Веченцу. И тогда мы сможем в темное время суток пройти по городу и заодно и город посмотреть, и на окраину выйти, чтобы завтра с утра стопить. Ну, либо же найти какое-то укромное сейчас место и отдыхать. Боже, итальянские водители самые лучшие в мире. Машины нет. Сейчас будет. Ничего, снимай. Держи двумя руками, чтобы не тряслось. Пятые за сегодня водители, бабушка с дедушкой, по-английски не говорят, сразу прониклись. Ну, они пообещали 5 километров подвезти, но сразу прониклись. Так, типа, тебе в Веченцу и в Милан. Во, сейчас мы тебя вывезем на хорошее место. Действительно, реально показали мне выезд на автостраду. Я там немножко пожестикулировал, но уже темнеет. Поэтому они говорят, иди там 200 метров до заправки. Заправка на автостраде офигенно. Я на выходе с автострады буду спрашивать водителей, подвезут, не подвезут. И причем здесь полоса закрыта. И мы идем по какой-то закрытой полосе. То есть, ну, безопасно совершенно. Сейчас дойдем. Сегодня просто так прет. Автостоп так идет. Мы уже больше 200 проехали. Я попробую в темное время суток еще доехать до какого-нибудь города. Минимум Веченцы. В общем, оказалось, что заправка пустая. Здесь паркинг, но он в выходные дни закрыт. Он только с завтрашнего утра начинает работать. Ну и реально, на заправку никто не заезжает. Все, короче, мы тут за заправкой нашли нормальное место.
за какими-то кустами, деревьями. Может, даже я обнагляю и костер сделаю. Сейчас вам покажу. Мы тут вот. Хопа! И заныкались. Мы вчера ночевали в кустах за пустой автозаправкой. Вроде она ночью как-то светилась, но никого там не было. Разводили костер и вечером, и утром. Вчера был один из лучших дней автостопных. Много ехали, мало ходили, мало ждали. Как будет сегодня, посмотрим. Написал вот такую картинку «Милано». И стоим на въезде на автобан, можно так сказать. Ну, смотрю, водители нормально реагируют. И по губам читаю у них «Милано, Милано», они читают мою табличку. Не знаю, правильно ли я написал, до Милана 250 километров. Может быть, надо было написать что-то поближе. Но не хотелось писать ближайший город Веченца, который в 20 километрах. Потому что нас туда довезут, и как оттуда выбираться, тоже непонятно. Ну, посмотрим, только начали стоять. Тео, grazie. Ciao belli, fate buon viaggio e tanta fortuna. Так, мы застопили машину на той развязке неожиданно. И нас завезут аж за Верону. То есть между Вероной и Брешей. Это полпути до Милана. Водитель Тео угостил нас пакетом орешков. Вот мы сидим в его машине, кушаем. Пока он там пошел на свою фабрику. Ну, к зданию мы подъехали. Говорит, 10 минут, заберет какой-то груз. И отвезет нас, как сказать, короче, ближе к озеру Гарда. И просто есть ощущение, что мы Италию слишком быстро проезжаем. И особенно по автостраде, когда едешь, ну, особо ничего не видишь. Холмы. На каждом холме красивая крепость или какая-то церковь, виноградники. Бросается в глаза не как у нас, вот, допустим, село, плотненько, застройка, потом поле или лес. А тут постоянно, вот мы едем от Австрии, и постоянно жилье. А вокруг жилья, вокруг домов там, ну, допустим, или огород, или виноградник. То есть полностью все занято частными хозяйствами, мелкими, наверное. Вот, поэтому я решил заехать к озеру Гарда, отдохнуть от перемещения. У меня в руке звенят монетки. Ну, это все понятно, все благодаря Антону. Люди видят, что я с Антоном путешествую, и нам как-то стараются помочь. Сколько-то? 5 евро. Мы еще ту десятку не потратили. Что делать с деньгами? Проблема. Антон уже настоящий автостопщик. По дорогам, по автострадам ходит как профессионал. Вот, теперь нет ощущения, что мы проскочили всю Италию не глядя. Зашли в небольшой городок на берегу озера Гарда. Спокойный, красивый городишко. Большущее озеро красивое. Доволен, что мы сошли с нашего маршрута автостопного, чтобы прогуляться по городу Десенсано-дель-Гарда, который стоит на берегу одноименного озера Гарда, которое самое большое в Италии, насколько я понимаю. Аутентичные такие спокойные улочки маленькие.
И озеро красивое. Теперь есть ощущение, что мы побывали в Италии. У нас сегодня на обед вкусный сладкий йогурт, вкусная мягкая булочка, шоколадки, бананчики. Стираем трусы, носки. Вопрос с помывкой решен, точнее стиркой. А сегодня вечером попробуем даже помыться. Погреть воду на костре, помыть голову, побриться. Просто раньше было холодно.